Всем привет, меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Сегодня я хочу рассказать, каких результатов удалось достичь благодаря ведению бюджета по системе денежных конвертов за июнь месяц. Первый – это итоги по финансовой игре Questy. За июнь месяц было выполнено 2 задания. Первое – это нужно было сделать что-нибудь своими руками и выставить это на продажу. Мы с малышом сделали игровой планшет из крышечек из фрутоняни, и удалось его продать на Авито за 200 рублей. И второе задание – это было задание придумать источник дополнительного дохода. Это задание тоже уже было запущено в исполнение. Источник дополнительного дохода – это оформление налогового вычета за медицинские услуги, а именно за стоматологию. По финансовой игре Questy за месяц вот эти 2 задания. А это активное задание идет уже на июль. Двигаемся дальше. На одном из предыдущих мастер-классов я изготовила вот такие конверты с наградами и со штрафами, для того, чтобы можно было награждать и, соответственно, наказывать себя. Но я не обозначила, при выполнении каких условий будет открываться конверт награда, либо конверт штраф. На обратной стороне я вот добавила такое указание. Если дополнительный заработок, причем заработок именно мой, не те деньги, которые дополнительно принесет наш бюджет муж, а именно я, что мне удастся заработать дополнительно сверх основного заработка, а именно, если будет эта сумма больше или равна 1000 рублей, то я буду открывать конверт с наградами, а если меньше, то конверт со штрафами. И уже при следующем подведении итогов, это будет подведение итогов за июль месяц, я уже смогу открыть один из этих конвертов. И еще хотела отметить очень важный момент именно по конвертам награды и штрафы. Зачем я вообще это сделала? Вот это условие заставит меня задумываться о том, как я могу дополнительно еще заработать денег. То есть это идет уже направленное движение на изменение мышления, о том, чтобы я задумывалась о том, где я еще могу заработать, чтобы не пропускать те возможности, которые мне попадаются, и не упускать шанс принести дополнительную денежку в наш семейный бюджет. Итак, теперь переходим уже к оценке тех результатов, которые удалось достигнуть по конвертам в денежном органайзере. Итак, приступим. Первые идут это ежемесячные накопления. Первые 3 конверта – коммунальные услуги, интернет, садик, кружки – это обязательные платежи. Тут происходит накопление, все за июнь было оплачено целиком, полностью и вовремя. Полностью они выполнили свою цель. Продукты питания. Удалось ввести в свой рацион несколько дополнительных полезных продуктов, такие как семена чио, голень, сельдерея. Система конвертов позволяет избежать перерасхода денежных средств на покупку продуктов питания. И еще я себя поймала на такой интересной мысли. Если обратить внимание, то тортик стоит столько же, сколько стоит кусок форели. И вот хочу попробовать сформировать все такую привычку. То есть, если мне захотелось себя чем-то побаловать именно из продуктов питания, то покупать не какую-то сладость, а лучше купить какую-то дорогую полезность. Ту же самую форель. Рыба очень вкусная, полезная, а по стоимости 1 стейк соответствует стоимости вкусного тортика, либо вкусного пирожного. И вот одна из целей по улучшению рациона питания у меня будет это заменить вот эти порывы на покупку сладостей, покупать что-то полезное. Как, например, из тортиков. Вместо тортика 1 стейк форели. Двигаемся дальше. Это конверт «Домашние питомцы». У нас в июне появился новый питомец – хомячок. В этот конверт буду отправлять еще денежные средства на содержание хомячка. Тут будут небольшие суммы. Маленькие хомячки кушают очень мало. Двигаемся дальше. Идут развлечения. В июне, благодаря вот этому конверту, мы ходили в детский театр, ходили причем как в платный, так и в бесплатный. Сходили в театр кукол, и в рамках Волга Фест, это фестиваль, который у нас тут проходил на набережной нашей реки Волги, также была детская театральная студия, и нам удалось посетить целых 2 детских спектакля. В том числе мы еще посетили музеи, выставки, как платные, так и бесплатные. И вот благодаря этому конверту удается регулярно, стабильно посещать различные культурные мероприятия, расширять свой кругозор, а также подпитываться положительными эмоциями и получать море очень хороших и добрых, светлых впечатлений. То есть этот конверт, он дает дополнительные силы и энергию. Дальше транспорт, бензин, автомобиль заправляется вовремя полностью, денежных средств хватает для движения на транспорте. Тут все отлично. Быт, гигиена, были большие закупки. Закупки всякой
бытовой мелочевки, канцелярия, творчество, игрушки. Благодаря вот этому конверту я уже начала проводить небольшое обучение своему малышу в области финансовой грамотности. Конечно, он еще маленький, но какие-то вот основы, чтобы он уже задумывался о ценности вещей, о денег. Когда идем в магазин, я вот говорю, то, что у нас есть банкнота таким номиналом 500 рублей, и на нее мы можем купить там игрушку, альбом, либо карандаши, и уже к ним советуюсь. То, что стоимость вот игрушки, она соответствует стоимости вот этих карандашей и альбома. И чтобы он уже начинал понимать ценность денег. Но это что касается мелких покупок. А если, например, он просит какого-то дорогого трансформера, то я ему говорю: давай добавим эту покупку в наш список. У нас дома есть список, куда записываем все его хотелки. И я ему даю время обдумать, что он хочет больше. Точно он его хочет или нет. Двигаемся дальше. Конверт книги. Книга моя на июнь — это «Магия утра для финансовой свободы». Я ее еще, признаюсь честно, до конца не прочитала. Вот, остановилась на 10 главе. Но книжка мне уже очень-очень нравится, потому что здесь дается много отдельных советов, именно как организовывать свое утро для повышения своей эффективности. И еще здесь очень много информации о том, как правильно восстанавливаться. Даже вот если открыть первую страницу, то тут уже идет интересная информация о, например, о важности медитации, важности побыть наедине с собой, как делегировать, как бороться со своими страхами. Книжка мне очень нравится, и я думаю, что я много интересного из нее подчеркну. Я ее обязательно дочитаю, выделю на это время, но своей покупкой я довольна и также рекомендую эту книгу для прочтения. Переходим дальше к следующему конверту. Это конверты заботы о себе и маникюр. Они у меня полные, цели не было достигнуты, ногти у меня все по-прежнему я делаю сама, но в июне малыш болел и как-то было не до этого. Все-таки тут денежные средства есть, финансы на это выделены, и я постараюсь найти время и все-таки выполнить эту цель и сделать себе наконец-то маникюр. Дальше это хобби. По хобби я купила себе набор сургуча, тут были небольшие траты, но денежные средства накапливаются, поставленные цели потихоньку достигаются. С этим конвертом все просто замечательно. Следующий конверт идет, это спорт. Здесь мы с мужем накопили денежные, чтобы купить себе пульсометр, чтобы проводить свои беговые тренировки с контролем своего пульса. Сейчас я покажу, мы его уже купили, только он стоил не 3000, а чуть подороже. Мне удалось найти набор, который был пульсометр плюс сразу спортивные часы. Как раз часы мне были нужны и пульсометр был нужен, только стоимость была не 3000, а 3800, и мы вот из конвертика лично тоже полностью его опустошили и добавили денежные средства, чтобы купить себе пульсометр с спортивными часами. Вот выглядят, сейчас я покажу, часы следующим образом. Обычные часы, достаточно такие симпатичные, и когда их переключаешь, сейчас я включу режим тренировки, показывается пульс, время беговое, и любые характеристики можно себе задать. Но самое главное, это было для нас, это наличие пульсометра, чтобы именно бегать по пульсу. Выглядит он следующим образом. Одевается под форму, близко к сердцу. Вот тут ребристые поверхности обязательно надо смачивать. Я первый раз не знала, потом меня муж научил, объяснил, и все получилось. Вот такой мешок идет. И вот такая вот у нас просто замечательная покупка, которая позволит улучшить качество наших тренировок. Двигаемся дальше. Следующий конверт — выручайка. Этот конверт отлично выручал и помогал компенсировать недостающие денежные средства по конвертам здесь. Но в основном это были продукты питания. Дальше идут ежегодные накопления. 2 конверта. У меня автомобиль, страховка автомобиля и конверт налоги. По данным конвертам главная цель — это то, что я наконец-то посчитала по ним необходимые суммы, то есть норму сбережений, которые нужно в них вносить для того, чтобы накопить нужную сумму к нужной дате. Это именно в эти конверты я отправляю на каждом распределении где-то по 700-800 рублей. Двигаемся дальше. Отпуск. Идут планомерные накопления на столь важные события. Подарки. Здесь тоже все отлично. За июнь месяц была накоплена нужная сумма и были куплены подарки всем именинникам. Долгосрочные фонды, инвестирование. Здесь я еще пока не внесла, но я обязательно внесу те деньги, которые здесь были у меня накоплены. Вот уже тут 4000. Внесу на свой брокерский счет и уже закуплю ценные бумаги для моего портфеля. К концу июня деньги здесь накоплены, но вот второй этап внесения их на брокерский счет у меня
еще не выполнен. Но я все обязательно сделаю. И вот на начало июля я вот здесь укажу то, что сумма вот эта будет внесена у меня уже непосредственно на брокерский счет. Подушка безопасности рублевая и долларовая. Накопления идут, конверты заполняются. То же самое могу сказать о конвертах для моего сыночка, обучения. И вот всех тут практически оставшихся конвертах, то, что свои функции они выполняют, и денежные средства здесь накапливаются. Конверт техника за июнь была маленькая покупка. Это был куплен маленький настольный вентилятор для моего мужа для более комфортной работы из дома. Здесь продолжаются накопления. За июнь никаких больших крупных достижений не было. То же самое могу сказать и о конвертах автомобильный ремонт и обычный мелкий ремонт по дому. Конверт добро за июнь месяц. Из этого конверта деньги были направлены на помощь нашим экоактивистам. Я внесла свой маленький вклад в улучшение экологической ситуации нашего региона. А деньги наши экоактивисты расходуют на оплату транспортировочных расходов для отправки вторсырья на переработку. И еще несколько слов о системе конвертов. Я очень рада, что начала вести семейный бюджет именно по этой системе, потому что благодаря ей есть понимание, откуда брать деньги для достижения той или иной цели. То есть идет более грамотное планирование уже с пониманием, откуда я возьму финансовую базу для воплощения того или иного проекта, для достижения той или иной цели. И еще несколько слов, что мне дал конверт спорт. Мы стали с мужем больше времени проводить вместе, ходили вот в бассейн, теперь уже планируем беговые тренировки, поставили спортивную цель, то, что через 11 месяцев, в июне следующего года, мы вместе побежим полумарафон. Наши взаимоотношения улучшились, и также улучшилось еще самочувствие, потому что стали занятия спортом на регулярной основе. Тема конвертов, она позволяет более грамотно все планировать, а когда есть четкий, хороший план, то высвобождается больше свободного времени. И вот как раз сейчас я это оценила, у меня появилось больше свободного времени, которое я могу посвятить творчеству, в том числе и оформлению своего органайзера. А оформление органайзера — это дополнительная подзарядка энергии, что мне очень нравится. То есть вот этот органайзер, он мне дает положительные эмоции и дополнительную энергию. Вот таких результатов мне удалось достигнуть благодаря системе конвертов за июнь месяц. Желаю вам всего доброго, ростом вашим доходом, хорошего настроения и до встречи в следующих видео. Пока-пока!